А кто сказал, что приготовить изумительно вкусный стейк это сложно? Мало того, я уверен, что вы сможете приготовить обалденно вкусный стейк так же, как готовит его известный шеф-повар Джейми Оливер. Всем привет, друзья мои! Меня зовут Игорь, и сегодня я покажу вам, как приготовить классический стейк рибай. Чтобы приготовить вкусный стейк, нужно знать пару секретов. Вот именно этими секретами я сегодня с вами поделюсь. Сейчас я вам покажу, как приготовить стейк так, как готовит его, как я уже сказал, известный шеф-повар Джейми Оливер. Но перед тем, как я приступлю к приготовке стейка, я хочу рассказать вам один анекдот. Приходит один мужик в ресторан, ему дают меню, он его открывает и удивленно смотрит на меню. Он зовет официанта, официант подходит, он его спрашивает, а где же у вас цены на ваши блюда? А официант ему отвечает: мы не хотели вам сразу испортить аппетит. К чему я вам это рассказал? Да очень просто. Дело в том, что стейковое мясо, оно не дешевое. И если вы его приготовите неправильно, то вы можете расстроиться, и у вас от этого пропадет аппетит. А я хочу, чтобы было все наоборот. Чтобы вы его приготовили правильно, вкусно, и тогда у вас аппетит просто поднимется наверх, до облаков. Ну, в общем, как-то так. Приступаем к рецепту. Как я вам уже сказал, этот рецепт классический. Здесь многого не надо, но он получается изумительно вкусный. Перед тем, как начать готовить стейк, надо сделать три вещи. Первое – это разогреть сковородку. Она должна быть разогрета очень сильно, но не ставьте ее на сильный огонь, поставьте на среднем, чуть-чуть больше среднего. И оставьте сковородку греться где-то 5 минут. Она должна быть разогрета. Второе. Если у вас есть вытяжка, то включайте вытяжку. Если нет вытяжки, открывайте окна. Почему? Потому что стейк как шашлык. Когда он будет жариться, дым будет стоять везде. Номер 3. Если вы любите свой стейк well done, то есть без крови, хотя многие шеф-повара не уважают этот стейк и говорят, что он невкусный, у каждого на свои предпочтения. Поэтому если вы не любите кровь, допустим, моя жена не любит абсолютно крови, для этого включите духовку где-то на 180 градусов, чтобы она была готова. Когда мы приготовим стейк, мы будем доводить этот стейк уже в духовке. Итак, друзья мои, приступаем к стейку. Как я уже сказал, это классический стейк, поэтому готовится он просто. Но он получается изумительно вкусным. Стейк начинается с мяса, то есть вам нужно хорошее мясо, не жалейте на это денег. У меня сейчас, я сегодня буду готовить ribeye стейк, выглядит он примерно вот так. Для начала я возьму и посыплю мой стейк солью, вот так, перцем. Не бойтесь, сыпьте перца и соли столько, сколько вы хотите. А теперь я сверху полью это оливковым маслом. Обратите внимание, что масло я наливаю на стейк, а не на сковородку. Мы будем готовить стейк на сухой сковородке. Теперь я хорошо вот так вот прошелся, чтобы масло ровно распределилось. Переворачиваю и делаю то же самое на другой стороне. Обратите внимание, что сначала я посыпаю солью, потом перцем, а маслом уже в конце. Стейк должен обжариваться быстро на очень горячей сковородке. Для чего это делается? Чтобы сохранить соки внутри этого мяса. Тогда он получается сочным и вкусным. Ни в коем случае его нельзя пережаривать. Поэтому обязательно разогрейте сковородку заранее. Как я уже сказал, я ее грею где-то 5 минут. Для сковородки лучше подходит, конечно, чугун. Он может быть с ребрами, может быть без ребер. Но самое главное, должна быть чугунная посуда или любая сковородка с толстым дном, чтобы тепло распределялось равномерно. Перед тем, как я положу стейк на сковородку, я обязательно возьму таймер. Почему? Потому что очень важно знать, сколько времени вы жарите. Это принципиально важно. Жарят стейк где-то от 1 минуты до 5 минут на каждой стороне. Я буду делать решетку, поэтому я пожарю 1,5 минуты на одной стороне, потом поверну, чтобы получилась у меня решетка, потом переверну на другую сторону, а потом уже прожарю углы. Итак, начинаем. Прошло 1,5 минуты, теперь посмотрите, что у нас получилось. Вот, смотрите, какой красивый рисунок. Теперь я ставлю на 90 градусов, чуть-чуть его прижму и оставляю еще на 1,5 минуты. Ну вот прошло еще 1,5 минуты.
И вот у меня получилась вот такая решетка. Теперь я переворачиваю это на другую сторону. И продолжаю обжаривать еще 1,5 минуты. Когда жарится мясо, стоит очень удивительный запах. Но мы этим запахом отвлекаться не будем. Я вам покажу пару секретов теперь, чтобы сделать этот стейк еще лучше. Для этого я возьму, мне понадобится лимон, розмарин и чеснок. Смотрите, что я буду делать. Я возьму просто розмарин. Побью вот так стейк немножко. Многие скажут, что это не поможет. Я вам скажу, что это действительно придаст уникальную изюминку этому стейку. Теперь возьму чеснок, порежу его пополам. И вот этой стороной отрезанной я вот этот стейк пройдусь по нему. Вот так, хорошенько. Ох, какой запах сейчас стоит. В самом начале я забыл вам сказать про маленькую деталь, а именно сливочное масло. Теперь вот этим сливочным маслом я промажу обжаренную сторону. Вот так, посмотрите. Прошло еще 1,5 минуты. Я его переворачиваю на 90 градусов. То есть время обжарки у меня получается где-то 6 минут. Вот. Это сделает вкус этого стейка совершенно необыкновенным. И продолжаю бить его розмарином. Вот так. Розмарин на самом деле очень сильная специя. Если вы ее потрогаете руками и потом понюхаете руки, вы почувствуете, о чем я говорю. Поэтому стейк примет вот этот аромат вот этого розмарина. Но розмарин очень сильная специя, поэтому перебарщивать этой специей нельзя. Надо чуть-чуть вот так постучать по стейку. Масло я распределю вот так. А теперь пройдусь еще раз чесноком напоследок. Ну вот, прошло опять 1,5 минуты. Теперь нам очень важно прожарить стороны стейка. Вот эти стороны обязательно надо прожарить. Но перед тем, как я это сделаю, я еще раз пройдусь по стейку с другой стороны. Положу сюда масло. Это надо делать быстро, потому что вторая сторона, в принципе, у меня уже готова. И я могу испортить решетку. И пройдусь чесноком. Ну все, отлично. Теперь чеснок выбрасывать не буду. Я очень люблю жареный чеснок. Поэтому сейчас, так как стейк уже готов, я бросаю чеснок на сковородку. Вот так. И теперь займусь сторонами, боками. Вот этот жир сбоку, его надо вытопить. Поэтому я просто возьму и приставлю его к сковородке. И немножко прижму. Есть два метода обжарки сторон. Некоторые прижимают, когда жарят стейк, прижимают к краю сковородки. То есть жарится стейк вот так. Тогда и вот эта сторона обжаривается. Мне этот метод не очень нравится. Я люблю, когда стейк прожаренный именно вот так вот. Но это на ваше усмотрение. Как я вам уже говорил, видите, дым стоит везде. Поэтому, если у вас есть вытяжка, включайте, открывайте окна, друзья мои. Ну вот, моя сторона готова. Осталась вот эта часть. Просто поставьте его, и стейк со своей тяжестью все это сделает. Можно чуть-чуть придавить. Теперь осталась нижняя часть. Ну вот, друзья мои, почти готово. Теперь я беру этот стейк. Вот посмотрите, какая красота получилась. И теперь я оставлю это в духовке где-то на 3-5 минут. А потом достану и оставлю его отдыхать. Ну вот, друзья мои, стейк наш настоялся. Он стоял ровно 5 минут. То, что у меня жарилось вот здесь, выливать я не буду. Я солью это в тарелку. И вот посмотрите, стейк. Вот, из него вышли соки. Вот они. Их я тоже сливать не буду. Выливать не буду. Это послужит основой для моего соуса. Теперь для того, чтобы придать пикантности, я сюда капну немножко лимонного сока. Где-то 5-6 капель. Вот так. Теперь я это вот так вот размешаю. Почти готово. Теперь беру мой стейк. И
теперь его аккуратно нарежу. А здесь вот очень хорошо видно текстура. Он у меня получился не well done, но где-то примерно на этой стороне. Запах розмарина, чеснока. Это просто уникально. Теперь настало время его хорошо и красиво украсить. Для этого я положу на тарелку. Как я вам уже сказал, вот этим соусом я залью мой стейк. Он придаст удивительную вкусноту этому стейку. Вот в этом-то и весь секрет, друзья мои. Можно подать с салатом, жареной картошкой. В общем, друзья мои, пробуйте, заценивайте, получайте огромное удовольствие от приготовления и от самой еды. А я же с вами прощаюсь и желаю вам наиприятнейшего аппетита. Привет, интернет, и добро пожаловать на кухню Дель Норте. Меня зовут Игорь, и я просто обожаю готовить. Если вам понравился этот рецепт, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии и не забудьте поделиться им со своими друзьями. Ну и, конечно же, не забудьте подписаться на мой канал, где я буду готовить вместе с вами вкусную и полезную еду. Приятного аппетита!